Опа. Автономность на минималках в режиме энергосбережения, которой многим хватит 21 сутки. Можно подключить нагрудный датчик, пульсометр. В глобалке есть Google Pay. Есть поддержка eSIM, с часов можно звонить и принимать звонки. Адекватный GPS, можно набирать сообщения или отправлять голосовые сообщения, правда не во всех мессенджерах. Немного тормознутый пульсометр, ремешки со странным креплением, которые еще нужно будет поискать. Огромный шикарный дисплей, довольно топорная вибра с 3 градациями, удобное управление, отличный внешний вид, однозначно стоит ими полюбоваться, узнав про них все. Улыбнуться и, конечно, не брать. Мне для коллекции самое то. Для вас это жалкое подобие левой руки, то есть Apple Watch. Сейчас расскажу подробно. Tube 724, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на канале для стримов. Еженедельно провожу по воскресеньям стримы с ответами на вопросы. А сегодня я расскажу вам о новых умных часах от Oppo. Oppo Watch на 46 мм. Сходу покупал я их себе сам на Али во время распродажи 11.11. И самое обидное то, что сейчас они стоят еще дешевле. Но об этом потом. Главное, я четко знал, что беру и зачем мне это нужно. И чтобы я не говорил, оптимизация, материалы и внешний вид девайса мне безумно понравились. Ну а теперь начнем. На часы можно установить Telegram, вызвать голосового ассистента, оплата проходит без пин-кода. Несколько раз буду это вспоминать, потому что эта штука очень удобная. Сон днем часы сейчас не считают. 2 полноценных дня с бездумным использованием они вывозят. Чтобы вы понимали, эта штуковина просто дорогая игрушка. И я сейчас объясняю от чего. Хотя в принципе все умные часы это дорогие игрушки, они бесполезны. По большому счету это тот же смартфон, только с маленьким экраном. Коробка, как вы заметили, красивая. В комплекте часы с магнитной зарядкой и документация. Никаких запасных вам ремешков здесь нет и ничего такого, чтобы сказать вау, они обо мне позаботились. Да, все на контактах, магнитной зарядки здесь нет. У меня версия для Китая, и хотя расплачиваться ей нельзя, то, что она стоит ровно в 2 раза меньше, чем глобалка в наших магазинах, для меня стало решающим фактором, как и для многих других пользователей. Перепрошить на глобал пока нельзя, и я не думаю, что вообще будет возможно, хотя ядро уже разблокировали. С другой стороны, 106 страниц обсуждений данных часов на FOPDA говорят о том, что фанатов у них уже навалом, и может быть и правда взломают и сделают какую-нибудь глобалочку, которую можно будет накатить на китайскую версию, сэкономив при этом половину стоимости. Теперь структурно, по моим наблюдениям, пока вы посмотрите, что есть в меню часов и программе. По автономности, в режиме энергосбережения часы потеряли всего 1% за 4 часа эксплуатации. Притом сообщения в этом режиме на часы приходят. Экран, защита Gorilla Glass, AMOLED, 46-мм версия идет с экраном диагональю внимания 1,91 дюйма, разрешение 402 на 476 пикселей. Выглядит по мне это дело просто отлично, экран огромный. Экран, кстати, загнут по краям. Форма Apple Watch, корпус выполнен из алюминия, а обратная сторона из керамики. Есть отдельная 46-мм версия с корпусом из нержавеющей стали. Она, конечно же, стоит дороже. На борту множество фитнес-программ с анимацией и озвучкой. Встроенный GPS, NFC, поддержка быстрой зарядки, Wi-Fi, Bluetooth версии 4.2, и это прям печаль. Связь часы держат по моим тестам отвратно, да и по отзывам большинства пользователей тоже. Куча датчиков, защита от воды с поддержкой погружения в нее до 5 атмосфер. Скромно, но главное есть. Плюс есть отдельный режим в меню. Активировать его нужно, если часы попали в воду. Вполне себе рабочее отслеживание фаз сна, но дневной сон часы не отслеживают. Сила виброотклика регулируется, но он здесь не в Красную Армию. Куча watchface'ов и отличная анимация без фризов. Отличие от официальной российской версии, кроме разницы в цене, более чем достаточно. Кстати, как вы поняли, в часах есть и микрофон, и динамик. После часа бездействия часы обязательно вам сделают предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться, сделать зарядку с анимированными упражнениями. Но с другой стороны, так может любой браслет за $20. Хотя разминка была вполне себе неплохая и веселая. Обновления по воздуху прилетают исправно.
исправно. Есть поддержка eSIM, купленное на Али устройство имело, еще раз повторяю, китайскую прошивку с поддержкой китайского и английского языка. И это само по себе не страшно, в принципе, я юзаю девайсы на английском языке довольно свободно. А вот отсутствие возможности привязать банковскую карту, поддержка исключительно китайской платежной системы Alipay может отпугнуть от покупки определенную целевую аудиторию. И правильно отпугнет, потому что что вы будете делать с часами за эти деньги, даже без возможности оплаты? Озвучка выполняемых в программах упражнений в этой версии осуществляется красивым китайским голосом. Поддержки Always on Display пока нет, но об этом я расскажу позже и подробнее. Несмотря на наличие, кстати, AMOLED дисплея, что странно. Чтобы зарегистрировать китайские часы в телефоне, что неудивительно, необходим компьютер или ноутбук. И действовать придется строго, не отходя от инструкции, написанной добрыми людьми на основе своего горького опыта. Шаги считаются плюс-минус точно. Пульс по часам совпадает с реальностью, но при нагрузках врут они нещадно, даже на беговой дорожке. Бегал 12 км за час, часы засчитали всего 8 с копейками, пульс показывали максимально бредовый. При том, что GPS работает в часах хорошо. Оболочка в китайской версии сделана на основе ColorOS, в отличие от международной версии на Wear OS. Программы на китайскую версию, минуя китайский магазин приложений, можно ставить также. Список включает в себя около 2 десятков программ. Например, сервисы Яндекса, включая Яндекс.Диск, Яндекс.Браузер и Яндекс.Навигатор. Конечно же, Google Chrome, Navitel навигатор, хотя я смутно представляю себе навигацию на экране в 1,91 дюйма. С другой стороны, мне те же владельцы Suunto или Garmin скажут, это вообще обалденно большой экран, его более чем достаточно. Также можно установить магазин приложений Huawei App Gallery, а уже оттуда поставить что-либо. Все установки проходят через ПК и программу ADB Run. И это, как я уже повторял, удел гиков, либо людей, имеющих массу свободного времени и желание заморачиваться с нестандартной настройкой часов. Вы должны понимать, что все действия с установкой дополнительных программ вы будете выполнять всегда на свой страх и риск. Что в итоге за 14 тысяч рублей такое себе удовольствие, если есть желание заморочиться с подключением китайского ПО. В российской рознице они стоят от 25 тысяч и вряд ли они будут дешевле. А за эти деньги есть куча конкурентов с похожим функционалом, включая Apple Watch, без всяких плясок с бубном. К плюшкам еще можно отнести быструю зарядку, 46% за 15 минут, это круто. Повторяю, что в глобалке при оплате Google Pay код вводить не нужно, но в китайскую версию оплату Google Pay пока не завезли. Программы через АПК устанавливать можно довольно просто, пока еще никто часы не окирпичил по отзывам. Точнее, окирпичивали, но восстанавливали. По программам, которые можно устанавливать, повторяюсь, что их уже больше двадцатки, и самое интересное, наверное, это голосовой помощник Google, простая клавиатура и Google Chrome. Убивает в часах, конечно же, старый процессор Qualcomm 3120 и древний Bluetooth. Но если к процессору претензий нет, часы работают плавно, Bluetooth, я еще раз повторяю, довольно часто глючит, и это плохо. К Wi-Fi часики коннектятся просто, быстро и без проблем. Также просто подключить к ним нагрудный пульсометр, либо беспроводные наушники. С WhatsApp приходят только текстовые сообщения, тренировки автоматически часы не определяют. Активировать экран можно тапами, поворотом запястья или кнопкой. С голосовым управлением даже в глобалке бывают глюки. С последней обновой должна была прилететь функция Always on Display, но у меня ее нет, как у большинства других пользователей, которые уже обновили часы. Цена по ссылке в описании к видео за версию в 46 мм $190. Все это дело с бесплатной доставкой, скоро будет распродажа, и мне обещали крупные именные промокоды с Алиэкспресса. Если будут, скину в телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии. Думаю, в этом случае часы будут мега выгодно стоить. Резюмирую, советую эти часы тем, кто хочет наказать друга гика всезнайку. Глобалка своих денег однозначно не стоит. На 25 тысяч, повторяюсь, можно купить любые часы, и эти любые часы точно будут лучше и именитее. Достанут их хотя бы можно будет продать, а вот Oppo Watch нет. Ну а купить китайское чудо или нет, решать исключительно вам. Это, конечно, путь боли, мазохизма и разочарований. Хотя в каком-то смысле и радости, учитывая их цену. С другой стороны, мои часы свою миссию выполнили. Мне они понравились, вам я про них рассказал. Если еще хотите обзора умных часов, пишите в комментариях, какие купить. Подписывайтесь с лайком, участвуйте в конкурсах. Завтра обзор на ультрабюджетные Xiaomi-шные вкладыши, которых вы пока еще нигде не видели. Спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.